Всем привет! Вы смотрите канал Хлам Знаний, а значит, пришло время узнать что-то новое и интересное. Кирзовые сапоги во время Великой Отечественной войны стали настоящей находкой для миллионов солдат РККА. А после войны в кирзачах ходили все, от стариков до школьников. Они были прочными, удобными, хорошо держали тепло, не пропускали влагу. И те, кто в этих сапогах служил, делятся на две категории. Одни вспоминают кирзачи с ностальгией, а вторые плюются. Как, когда и зачем появились кирзачи? Что это вообще за ценный зверь такой? Кирза. Почему его так обозвали? Обо всем этом, обстоятельно, как вы любите, поговорим прямо сейчас. Во время русско-японской войны перед военным командованием Российской империи встал вопрос об обеспечении армии надежной и доступной обувью. Считалось, что потребуется более 10 миллионов пар сапог. В итоге стандартом Первой мировой стали низкие ботинки с обмотками. Тонкая полоса ткани обматывала всю ногу вместо носка или портянки и шла дальше до колен. Русская армия поначалу еще заигрывала с сапогами, но скоро переключилась на общий тренд, а сапоги оставались в гвардии. Опять же, потому что кожи на всех не напасешься. Существует версия, что кирза от Кировского завода, на котором ее в СССР делали. Но завод на самом деле называется «Искож». Эта версия неверна, как и та, по которой имя ткани произошло от фамилии английского премьер-министра лорда Кирзона. В 1904 году, после многочисленных экспериментов, генерал-майор Михаил Поморцев на базе разработки брезентовых чехлов для пушек изобрел состав из яичного желтка, парафина и канифоли и пропитал им грубую английскую шерстяную многослойную ткань – керси, названную так по имени небольшого городка в графстве Суффолк. Отсюда и слово «керза». Сапоги из керси, керсы, керзы, через «е». Материал обладал прекрасными, водонепроницаемыми и износостойкими свойствами. Плюс воздух пропускал. И мог стать достойной заменой дорогой кожи, пригодной для изготовления конской сбруи, ремней, портупей, ранцев и подсумков. Кирза Поморцева была предоставлена на международных выставках, отмечена призами и медалями. За разработку способов получения кожзаменителей Поморцев был награжден малой серебряной медалью на Всероссийской гигиенической выставке в Петербурге в 1913 году. Поморцев предложил использовать кирзу для производства армейских сапог. Но массового кожзама не случилось. Технология оказалась не настолько дешевой, чтобы легко заменить кожу. Плюс помешала коррупция позднего царского режима в условиях войны. В результате изобретение генерала забыли почти на 20 лет. Производство кирзовой обуви было возобновлено только в 1934 году. Благодаря исследованиям ученых Бориса Бызова и Сергея Лебедева был получен метод, позволяющий получать очень недорогой и искусственный бутадиен-натриевый каучук для пропитки ткани. После этого материал получал свойства, очень похожие на те, которыми обладала кожа. Эти выдающиеся русские ученые вместе работали над проблемой получения синтетического каучука, начиная с 1913 года. Добившись выдающихся результатов, оба они, по странному стечению обстоятельств, скончались с разницей в 1,5 месяца. Вскоре после того, как первые советские заводы искусственного каучука были запущены в эксплуатацию в 1934 году. А вот серийное производство кирзовых сапог было налажено в стране благодаря химику Ивану Плотникову. В 1937 году кирзовые сапоги стали поступать в армию. Первым проверочным испытанием для них стала советско-финская зимняя война. Но там кирзовые сапоги показали себя не очень удачно. На морозе они становились холодными, твердыми и ломкими. Когда его спросили,
Почему кирза такая холодная и не дышит, он ответил легендарной фразой: «Бык и корова пока еще не поделились с нами всеми своими секретами». К счастью для Плотникова, все закончилось благополучно. Плотников и его группа продолжали работу над новым материалом. Проводили опыты и эксперименты. В итоге им удалось в короткие сроки усовершенствовать технологию и методы производства. Более того, Плотников наладил производство кирзачей в Кирове. 10 апреля 1942 года он получил Сталинскую премию. В те времена, а в годы войны особенно, такие премии по пустякам не раздавали. В этой простой, дешевой и неприхотливой обуви советские солдаты и дошли дорогами войны до Берлина. Конечно, в РККА были не только одни кирзовые сапоги у рядовых солдат. Встречались и ботинки с обмотками. Да и по ленд-лизу поставлялись те самые американские ботинки. Это все было. Так во что был обут боец РККА на 22 июня 1941 года? Тут многое зависело от рода войск. Потому что сапоги, яловые или кирзовые, выдаются автобронетанковым войскам, ВВС, парашютистам и конным артиллеристам, а также всем офицерам. Сапоги кирзовые или ботинки яловые с обмотками всем остальным родам войск. Но не все было гладко и по уставу. Вносили коррективы несвоевременное поступление, отсутствие размеров и так далее и так прочее. До сих пор не ясно, чего же в армии на тот момент было больше – сапог или ботинок. Сапог кирзовый. Высота сапог равнялась 45 сантиметрам. По подошвам стандарты были следующими. С 1935 до 1940 года кожаная подошва, в том числе усиленная шипами по типу немецких. С середины 1940-го плюс резиновая подошва, пупырчатая, гладкая и псевдопупырчатая, кружки вдавленные. С 1941-го плюс эрзац, дерево, картон. С 1943-го плюс резиновая мелкая сталинская елка. Первые кирзачи поступили в войска в 1935 году. Правда, финская зимняя война показала, что они не лишены недостатков. Улучшения стали вносить сразу после завершения боев. В феврале 1941-го кирзовые сапоги стали выдавать младшему офицерскому составу, дальше и рядовым. Это позволяло сэкономить почти 4,45 миллиарда квадратных метров юфтевой, 2,38 миллиарда квадратных метров хромовой и 559,9 тонны подошвенной кожи в год. Огромные объемы, которые воюющая страна не могла дать фронту. Кирза стала спасением. Портянка – друг человека. Портянки были отдельной страницей быта советского человека. Сапог ведь с носком не носят. Собьется он на переходе и сотрешь ногу до мяса. Или просто протрется до дыр так быстро, что и оглянуться не успеешь. Ну хорошо, нынче есть всякие хитрые носки. И длинные, и эластичные, и прочные. Но раньше альтернативы портянкам не было. За счет многослойности они и ногу от натирания лучше предохраняли, и сохли быстро. Разулся на привале, если тепло, а сапог портянкой обмотал снаружи, чтобы из нее влага выходила. Если же ноги промокли, можно было портянку перемотать другим концом, так, чтобы мокрая часть сохла на икре, а стопа была сухой тканью обернута. Простота изготовления портянок тоже играла немалую роль. Достал 2 прямоугольных куска ткани 35 на 90 сантиметров, и вопрос решен. Летом и ХБ годилось, а зимой и в межсезонье шерсть, байка, фланель. Впрочем, шерстяные портянки и летом носили, и ничего, нога в сапоге дышала. Портянки суконные, пара. Оказывается, портянки до сих пор продают. Почему американцы завидовали русским солдатам в кирзовых сапогах? Можно провести сравнение кирзачей и иной военной обуви, например, американских военных ботинок. Есть книга «История солдата», в которой ее автор, генерал Брэдли, отмечает, что из-за сырости потери американской армии составляли не менее 12 тысяч солдат ежемесячно, причем многие так и не смогли восстановить здоровье.
Случаи заболевания ревматизмом ног достигали пиковых размеров. Командование армией было в тупике. Оказалось, что солдаты вообще не подготовлены к уходу за ногами, а обувь не выдерживает никакой критики. Начали обучать, какие действия предпринять, чтобы ботинки не промокали. Но было поздно. Эпидемия ревматизма накрыла армию волной. Без кирзовых сапог было совсем тяжело. В отличие от американской армии, чьи бойцы страдали от холода и сырости, наши воины в кирзачах могли маршировать километрами по любым дорогам и бездорожью. Кирзовые сапоги не только защищали ноги солдат от холода и влаги, но и предохраняли их от травм и ожогов. Кирзовые сапоги. Плюсы и минусы. Для поколений с кирзачами незнакомых надо пояснить. Из кирзы у них только голенища, а низ из натуральной юфтевой кожи. И если за искусственным материалом ухаживать приходилось лишь из эстетических соображений, то кожу требовалось обрабатывать. Лучше всего гусиным жиром, а уж поверх для красоты можно и ваксой, а то к жиру вся пыль липнет. И, конечно, сапоги все равно промокали. Сначала подтекали по швам, а потом вбирали воду, и набухала та часть, которая была из натуральной кожи. Недостатком кирзачей было неудобство при беге. Добрая половина служивших в армии в советское время именно поэтому и вспоминает сапоги недобрым словом. С другой стороны, те, кто знаком не понаслышке и с сапогами, и с берцами, признают, в полевых условиях кирзачи гораздо лучше. Во многом потому, что носят их с портянками. Кирза после Великой Отечественной. Эта реклама 1950 года, пожалуй, была необязательной. Кирзовые сапоги после войны стали народной маркой. А еще голенища тех же кирзовых сапог позволяли в холода наматывать по двое портянок, закладывать газеты, в итоге сохранялось тепло. Их носили везде, где требовалась полевая обувь. В деревнях, на стройках, на охоте, в экспедициях. Впрочем, геологам в какой-то момент использовать кирзовые сапоги запретили чуть ли не приказом министра. Подошва у них скользила на мокрых камнях. Легко было упасть и разбить голову, что и случалось до запрета. Стоила пара кирзовых сапог в районе 25-30 рублей. Хватало их на несколько лет, а потом кирза с внутренней стороны на косточках протиралась. На данный момент количество произведенной обуви составило, внимание, около 150 миллионов пар. Миллионы сапог до сих пор хранятся на складах, хотя российские военнослужащие давно переобуты в берцы. Впрочем, некоторые виды армейских ботинок и по сей день делаются с использованием кирзы. Видимо, нам от нее никуда не деться. В России это больше, чем ткань, а кирзачи больше, чем обувь. С вас лайк и подписка, а я пошел искать новый материал. Будьте здоровы!